Soul Knight. Столько лет прошло и столько воспоминаний о ней. Как я катал с друзьями по сети, как обсуждали этот лучший рогалик на телефон, и как все были в полном ахуе после крафта золотого светового меча. Эх, тогда трава была зеленее и дешевле. И Солька, так в моем узком кругу шарящих людей называли Soul Knight, была идеальной игрой для времяпрепровождения. Но тогда зачем я делаю это видео, если все было так хорошо? И тут вы должны задуматься, ведь ключевое здесь слово было. Ебучая Солька стала дозой солевых разработчиков, потому как назвать это пиздопроебищное говно по-другому я уже никак не могу. В этом видео расскажу о Soul Knight, как об игре, которая за 10 лет ничего не добилась, как об игре, которую я начал не видеть задолго, как это стало мейнстримом, и как об игре, настроенную на нормальных фанов, превратили в игру для изгоев. А главное, почему я ненавижу игры от японцев и китайцев, как Chili Room. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, а я начинаю видео. Хотелось бы начать с полной жопы, но давайте уйдем к истокам. Soul Knight, рыцарь души, душа рыцаря или просто соль. Неважно, называйте как хотите. Мобильный рогалик с видом сверху напоминает что-то между Террарией и Brawl Старсом. Вышла эта игра на все мобильные операционки 17 февраля 2017 году и является пародией на ПК-версию игры Enter the Gungeon. Причем настолько похожей пародии на полном серьезе вы нигде не увидите. Chili Room просто слезала почастую почти весь геймплей врагов и механику игры. И за 7,5 лет не смогла перекочевать во что-то оригинальное или лучше, чем изначальная игра. А что еще бесит, что фанаты Сольки называют Genshin наглой пародией, от чего, надеюсь, не только у меня подгорает. И по правде, я не являюсь фанатом ни первой, ни второй игры. Пускай у них обеих есть свои минусы и плюсы, это вполне нормально для игр. Но при этом первые версии Soul Knight можно сравнить с чем-то ламповым и незамысловатым, будто маленький ребенок пытается сделать первые шаги. И хоть на тот момент уже были платные персонажи, которых неохотно покупали для коллекции, код игры был максимально открыт, что давало возможность с легкостью делать разные взломки на игру, типа бесконечных денег или мини-модов, которые могли легко совмещаться в одной игре с любителями ванилы. Время шло, разработчики добавляли больше секретов и отсылок, которые непонятно почему никто не регулировал, ведь ту же Террарию 1.2 начали притеснять в Ормик за использование без согласования ебаного червя в виде питомца. Быть может либо потому что разрабы Chili Room китайцы им похуй, либо потому что разрабы Chili Room китайцы им похуй. Но несмотря на это, Террария на тот момент уже планировала расти в оригинальном движении, все дальше отходя от фразы «И копия Майнкрафта». А вот Soul Knight, получив от Play Market значок в выборе редакции, начал охуевать в край. Итак. Несчастные попытки Chili Room добавить облачное сохранение, чтобы игроки могли в любой момент удалить игру и скачать заново, но уже с старым развитием. Провалилось. Много людей потеряло своих купленных персонажей и прочий контент. Логичнее было бы тогда сделать какую-нибудь компенсацию или хотя бы убрать облачное сохранение и вернуться к истокам. Но нет. Chili Room не стоит на месте и дропает как с пулемета еще больше обновлений, настроенное на развитие не системы игры и латанию дыр, а конкретно новых механик. Чтобы вы понимали, насколько это тупо, вот у вас шатается дом, и вы вместо того, чтобы укрепить нижние этажи или начать строиться в бок, продолжаете строиться вверх в надежде, что Божья сила смилуется и не даст вам упасть. При этом же обновление по фиксу облачного сохранения вышло лишь недавно, а все, что было до, лишь какая-то хуйня для удержания аудитории. Ну а что же дали нам те обновления? Быть может, что-то очень крутое и интересное? Да нихуя. Игра начала лагать по дефолту на слабых, сильных и пиздец мощных устройствах, будто лаги и фризы это, блять, часть ебаного кода. На минутку. Раньше Soul Knight можно было запустить на тостере, и он мог тянуть 60 FPS. Сейчас же без лагов и фризов играть нельзя. Так еще чем больше Chili Room создает обновлений, а она продолжает их создавать, тем лагучей становится сама игра. Хотя еще на тот момент, когда Soul Knight впервые начала показывать фризы, я уже очень разочаровался и типа сохранив прогресс облачных хранилище, удалил игру в надежде вернуться в то время, когда разрабы починят все это дерьмо. Шли годы, но информации не было. Я уже начал увлекаться такими играми, как Dead Cells и Hollow Knight. И вот внезапно мне говорят: чувак, зацени, у Soul Knight вышла коллаба с Dead Cells. Честно, я охуел. Сначала от коллабы, а потом, что мой full прогресс просто пропал. Ведь разрабы так и не пофиксили облачное сохранение, но не сильно расстроившись, начал заново пытаться играть.
лагов стало больше, иногда игра вообще крашилась, а в такой локации как подвал FPS падал с 90 до 30. Наиграв заново достаточный прогресс, я дропаю видео, где делаю обзор на эту замечательную игру, в которой уже ненавижу сольку, но пытаюсь с мягкостью отнестись к ней, как бы давая еще шанс. Ведь компания не может быть настолько тупой, чтобы не видеть очевидных проблем. Как бы не так. Спустя хуевую тучу обнов и какой-то дресни с новыми режимами и анимированными скинами, от которых стало только хуже, Chili Room делает вторую часть своей бога игры. А точнее приквел или в простонародье хуйня из прошлого. Нахуя, зачем, почему, никто не знает. Может быть, чтобы продолжить расширять свой бестолковый сюжет, на который все фанаты хуй клали. Потому что даже в Hollow Knight, где герой это не мой полужук полудед инсайд, сюжет намного богаче, круче и охуеннее, чем у этой дресни. И вот теперь, почему я делаю акцент на том, что разрабы Chili Room это ссаные китайцы, помешанные на аниме и рубящие деньги с тупых пубертатников, которые от слов женские трусики уже начинают стрелять кровью из носа. Добавили море пиздежа, причем в обе части, а также арты 16+, выполненные в аниме рисовки. Я мусульман. Что же плохого в разговорах между персонажами? Ведь так мы больше узнаем о сюжете. Да все просто, никто, блядь, так не разговаривает, это диалоги умалишенных, я за 30 минут игры ничего не узнал интересного. Единственное это то, что я встретил персонажей из первой части, ну и тут мне не потребовалось много ума и умения читать. Дальше я уже начал просто скипать все диалоги и анимации, потому что они были максимально неинтересными, длинными и нудными, как и в принципе бои здесь. Мне даже атаковать не нужно, чтобы выиграть, просто стою и чилю, лишь иногда прилетает и то не смертельно. Конечно, интересно собирать разное оружие, прокачивать персонажа, ну и все. Потом начинаются ебаные диалоги на 100+ часов. Хуй пойми для чего. Будто ГГ вчера родился и не знает, что в его мире монстры, маги, некроманты это норма. Как же я заебался. Они, блядь, сделали вторую часть, не доделав первую. Так еще вторая похожа больше на какую-то игру из рекламы. И плюс она с интернетом. Кстати, после выхода второй части и спустя еще парочку обнов на первую часть, оффлайн рогалик перестал быть оффлайн. И без интернета теперь не поиграть. Даже в лобби не зайти. Это буквально кусок бесполезного кирпича в моем телефоне. А через время рисовка персонажей стала еще больше приближенной к Enter the Gungeon, что вообще не вяжется ни с чем. На месте Gungeon я бы кинул на Chili Room Strike, потому что игру, которая за 7, сука, лет только деграднула, ни разу не дав что-то стоящее, надо нахуй удалять. Не понимаю, как это, наживающееся на пубертатниках и слепых, может быть выбором редакции. Разве что, если только сам Play Market это не сборище дебилов. Причем Soul Knight все еще имеет статусы жанра рогалика и игра оффлайн. Я в душе не ебу, когда ее переименуют и вообще будут ли это делать, но понятно только одно. Вам, фанатам, даже ждать не стоит, что игра что-то дропнет интересное. Да блять, что вообще можно ждать от компании, у которой дом в огне, но они вместо того, чтобы тушить его, строят еще один дом рядом. О, сделаем сиськи и 100 часов диалога. Фаны схавают, а мы срубим еще бабок после того, как эти ебланы купят наши новые скины. Зачем делать настройки графики? Лучше добавим еще одну локацию и угробим всеми любимый бесконечный режим, сделав его не бесконечным и еще более лагучим. У игры реально могло быть будущее. На этапе старта она казалась чем-то новым и интересным. Она не навязывала донат, переходы на сторонние сайты, не внушала, что если ты не соберешь какое-то количество говна, ты проебешь все и вся. Не создавала ебаную валюту из реальных денег, которые по факту представляли из себя лотерею и вливание в никуда самих денег. И маленький сюжет на тот момент идеально подходил под рамки маленькой игры. Посмотрите на Майнкрафт. Сюжет из поколения в поколение не меняется, но сама игра активно идет вверх. Просто в цепочке с первого срубленного дерева до убийства дракона добавляются новые этапы, которые игрок может пропустить, если захочет. А если уже говорить о Soul Knight, то игра сама уже не знает, что хочет. Вот сначала нам рассказывают про какое-то зло, что его забрало кристаллы, потом, что главный злодей это Варкалин, потом оказывается, что есть боссы сложнее его, и он лишь пешка. Потом добавляют блядских пиратов, от которых лагает, а во второй части снова оказывается, что Варкалин это главный злодей. Опять-таки, сюжет с каждым обновлением искажается, как и прохождение локаций, а сами локации почему-то не меняются визуалом и объемом. Это буквально альтернатива на российскую власть, в которую выпускают каждый день по 100 законов и запретов на все, что есть. Но дороги почему-то не чинят уже лет 30, как и образование. И, конечно, да, я понимаю, что все хотят кушать, но игра должна быть доступна для всех в полном размере. А проблема, по которой люди не донатят, это проблема уже самой компании, в которой, как мы выяснили, работают одни дебилы.
Идеально под тип задонью в игру подходит CSGO, Brawl, Dota или те же растения против зомби 2, где игрок не ограничен разработчиками, и единственное, что ему мешает, это недостающие монеты, которые в свою очередь можно заработать, а платные растения, если кто не знал, можно получить в определенные сезоны, поборовшись за них. За исключением PvZ, остальные игры не требуют от тебя доната, чтобы стать лучше, но ты все так же можешь задонить им, купив скин, который не улучшит навыки твоей игры. Это просто пожертвование. В Soul Knight ты же донатишь, чтобы играть лучше, а если не донатишь, то остаешься на уровне развития дауна. И не надо мне рассказывать, что стартовые персонажи, короче, платных, потому что даже у них есть платный контент, несмотря на то, что персонажи как бы бесплатны. Ну и подведем итог. Soul Knight была отличной игрой в самом начале, чье обновление все ждали, и пускай игра считалась плагиатом, она все равно могла продолжить расти в правильном направлении, но по какой-то неизвестной причине, или точнее почему разрабы стали долбоебами, обросла донатами, лагами и несоответствием как минимум описанию в плеймаркете. Возможно, раньше я искал секреты и пасхалки в этой игре, но сегодня я уже понял окончательно. Главный секрет игры — это аутизм, или же почему за 7 лет игра стала только хуже. Всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях или пишите мне в личное сообщение. Также здесь могла быть ваша реклама, но мне никто не заплатил, поэтому... а могли. Короче, берегите своих близких и пока.